Друзья, всем привет! Меня зовут Костя Лесик, и сегодня я буду звонить в Германию. И, как вы уже догадались, общаться с одной из самых крутых фигуристок в истории мирового спорта Аленой Савченко. Алена участвовала на 5 Олимпиадах и с 5-й попытки выиграла долгожданное золото. Обо всем этом Алена расскажет в своей книге, которая выходит на русском языке в конце ноября. В сегодняшнем интервью я поговорю с Савченко об ее книге. Она расскажет, как готовилось издание, что там будет интересного. Также Алена расскажет, зачем она прыгала на удочке четверной прыжок и тройной аксель. Расскажет, как дела у ее дочери, поделится планами, возможно, олимпийскими, а также расскажет, что она думает о современном фигурном катании, парах, одиночницах, возрастном цензе. В общем, будет очень интересно. Прежде чем мы начнем, попрошу вас по традиции подписаться на канал Фигурка и включить уведомления, если вы еще этого не сделали. Алена, здравствуйте. Хочу в первую очередь поздравить вас с тем, что ваша книга выходит на русском языке. Очень здорово. Я думаю, что многие болельщики фигурного катания рады были такой новости. Но мне интересно вообще, первый вопрос хочу задать о том, как вообще вы написали биографию. Да, она изначально была на немецком. Как пришли к этой идее, как создавалась вообще книга? Можете рассказать, пожалуйста? Да, здравствуйте. Спасибо большое. Мне тоже я очень рада и в первую очередь благодарна автору этой книги, потому что без нее не было бы этой книги, и очередная моя мечта сбылась. У меня была идея всегда, когда думаю, хорошо, завершится чемпионат мира или чего-то добиться, там, выиграю Олимпийские игры и напишу, хочется написать и рассказать о своей истории, спортсменам или людям, которые, не знаю, в такой же ситуации, не в такой же, или теряют мотивацию, или еще что-нибудь. И просто рассказать историю, может, кого-то тоже мотивирует, как и меня мотивировали там другие спортсмены. Поэтому как бы меня всегда преследовала эта мысль сделать книгу. И когда после Олимпийских игр, когда мы выиграли, конечно, потом приехали домой, был чемпионат мира, и после чемпионата мира я решила, что это вообще классно было бы, если бы это еще бы сняли фильм про это, про мою историю, потому что она была не очень легкой, и, я считаю, что для спортсмена очень интересной. И думаю, ладно, я начну сначала с книги, и как бы искала подходящего человека. Но как бы это не была цель все время искать, а это думаю, придет, значит придет. И как раз вот автор книги Александра Ильина, она была на шоу после Олимпиады в Holiday on Ice, и мы катали там произвольную программу, и она написала как бы свои ощущения про произвольную программу, и меня это так затронуло, что у меня даже слезы покатились, как она вот написала красиво. И я ее пригласила на шоу возле Дортмунда, она живет в Дортмунде, и говорю, что слушай, у меня есть идея, не хочешь написать книгу? Она такая, да, интересная, интересная, эта идея, давай я подумаю, и мы с тобой договоримся, как это будет. Мы встречались, она приезжала сюда, в Аберсдорф, где я сейчас живу. Мы встречались, разговаривали, многое вспоминали, она общалась с моими родителями, в общем, все это с тренерами, с партнерами, и так далее. Встречались пару раз, и вот так вот вышла книга. Получается, сколько вообще времени вы общались, сколько этот процесс? Это же как бы не один день, да, получается, было, какой-то длительный. Мы общались вот по возможности. Она приезжала сюда на неделю, мы общались каждый день. Потом я ездила там на шоу, где-то мы встречались.
Она приезжала на 2-3 дня, потом мы созванивались. Ну, это был процесс. Часто ли покупали книгу в Германии? Много ли было отзывов, может быть, хороших? Как вообще в Германии книга прошла? Да, в Германии была книга на Амазоне, бестселлер. К сожалению, не получилось, что ее презентовать на выставке, так как карантин нам не дал. И пришлось, как бы, может, в будущем, конечно, нам еще будет возможность ее презентовать в Германии на немецком языке, но мы все равно остались довольны, и ее покупали хорошо, и отзывы тоже были хорошие, ну и читается она легко, и это самое главное, вот, да. А как, тогда интересно, как проходил процесс перевода на русский язык? Почему решили перевести, и сложно ли это было сделать? Ну, как бы я вообще хочу, чтобы эта книга еще была на английском языке, не только на русском. Я очень рада, что мы нашли русское издательство, точнее, русское издательство обратилось к нам, и мы очень рады, что все люди, которые за нас болели и болеют, смогут прочитать книгу на русском языке, потому что как бы я с Украины, и много у нас фанатов, много фанатов не только и в России, и также в Германии русские, и во всех странах. Поэтому русский язык был тоже очень важен. И я очень рада, что эту книгу перевела тоже тот же автор, который писал на немецком, так как не потеряла книга, не потеряла ту историю и такое же написание. Она написана очень интересно, она написана, можно сказать, художественно, и ее читать легко, и я надеюсь, что очень много людей будут ее покупать. На обложке книги помещены слова Татьяны Анатольевны Тарасовой, приветственное слово. Расскажите, пожалуйста, почему этому тренеру вы доверили такую важную почетную миссию? Ну, Татьяна Анатольевна Тарасова, она легенда, и великий человек, и тренер. И я у нее не каталась, но она всегда была рядом. И мне очень было важно и очень приятно. Я даже горжусь, что она мне написала вот свое мнение, и мне очень приятно. То есть, да, кстати, я видел даже видео после Олимпиады, где вы даете интервью, прям можно найти на Ютубе, и вы не можете продолжать, потому что Татьяну Анатольевну видите, и прям подходите к ней и обнимаетесь. Очень мило, я чуть не плакал сам. Анатольевна Тарасова стоит и плачет. Можно я? После интервью нашему корреспонденту Алена Савченко убежала навстречу к легендарному тренеру Татьяне Тарасовой, и слова здесь ни к чему. Получается, это вы попросили, да, у нее, и она согласилась? Как это у вас происходило? Ну, она всегда пишет комментарии под фотографиями или еще что-то. Она мне иногда пишет там: ой, Аленка, там, где вы, мы вас скучаем. Ну, то есть она всегда с нами. И мы у нее спросили, конечно, да. Потому что она не знала, что будет книга на русском языке. Конечно, мы ее спросили: вот выходит книга, можно вас попросить? И она согласилась. Тогда каверзный вопрос небольшой. У нас выходит книга о Саше Трусовой. В конце ноября тоже так совпало, что в одно время две книги о фигурном катании. Не боитесь вот этой серьезной конкуренции на книжном рынке, так сказать? Я не боюсь конкуренции, нет, потому что считаю, что это две разные истории и две разные книги, поэтому у каждого своя судьба. Если ей есть что уже рассказать, почему бы и нет, я бы с удовольствием тоже бы прочитала эту книгу. Вот, ну, у нас своя история, и люди знают, как долго я
в спорте, и я думаю, что Саша Трусова, она тоже когда-то говорила, что я хочу тоже так долго жить в спорте, как Алена Савченко, поэтому я думаю, что это даже круто, и я желаю успехов ей, и я думаю, что здесь нет никаких стопоров и конкуренции, потому что это две совершенно разные истории. Хотелось бы спросить об актуальном. Сейчас сложное очень время для многих, коронавирус. Как вы провели последние месяцы? Как вообще 2020 год для вас проходит? Чем занимаетесь? Как обычный день Алены Савченко в 2020 году проходит? Да, ну для всех сейчас очень сложная ситуация и какое-то непонятное время, но можно сказать, благодаря, что у нас есть девочка и у нас есть чем заняться ребеночком, мы не скучаем. Конечно же, карантин нам дал тоже подумать и новые идеи дал, как же мы можем себя развлекать и как же выйти из этой ситуации. Поэтому мы используем как можем и много занимаемся онлайн. Когда хочешь, всегда можешь. Поэтому главное желание. Если хочешь оставаться как бы в теле, в спорте, то можно найти тоже выход из ситуации, можно заниматься off-ice, атлетикой и поддерживать себя и даже становиться сильнее, потому что все, что как бы ставится на пути на твоем, это все как бы можно извлечь и стать. Да, здорово. Из всего можно извлечь пользу, действительно. Очень интересно узнать, как ваша дочка адаптируется к фигурному катанию. Вот вы уже рассказывали, что берете ее с собой на каток, может быть, видео она какие-то смотрит. Можете рассказать, ну, как бы уже больше года, может быть, какое-то уже у нее произошло знакомство? Ну, она со мной на катке очень, я думаю, что с 3-го месяца ее рождения. Ну, как бы она была и в животике у меня на катке. Я до последнего с ней каталась. И с 3-го месяца я как бы ее брала с собой, и ей очень нравилось смотреть. У меня есть девочки, которых я тренирую, помогаю. И или когда сама катаюсь, она смотрит, если есть возможность папе быть на катке, он ее берет, и она смотрит, как я катаюсь, и просит вот туда, хочу туда. Ну, это понимаем, она пальцем так, мы ее берем, и ей нравится, поэтому посмотрим. Мы никого гнать не будем, но будем давать ей возможность, если ей захочется, конечно. Ну, видео ваше она уже видела, я так Да, понимаю. конечно. Ей папа, когда мамы нет дома, папа ей показывает, вот мама, чтобы она не скучала. Она понимает уже, что это вы? Или... Я думаю, да, потому что как бы есть дома фотография, она сразу такая, о, мама. Мама. Здорово. Алена, вы говорили в интервью, что вам было поначалу сложно восстанавливаться после родов, но сейчас я так понимаю, что у вас все хорошо. Как можете рассказать, как вам было тяжело и как вот сейчас? И можно ли нынешнюю форму сравнить с той, что была до беременности? Ну, как, да, мне было очень тяжело, я поправилась очень сильно, и для меня было новое ощущение, новое тело, с которым я никогда не жила, поэтому я как бы старалась не спешить, я старалась, чтобы швы все зажили, у меня было кесарево сечение, и мне было нелегко, но я подождала дольше, чем обычно, или дольше, чем предполагается, и медленно входила в форму. Но сейчас я уже себя хорошо чувствую. И вот, как говорят, 9 месяцев беременности, 9 как бы
восстановление. Да, вот и оно так и получилось. Мгм. Тогда интересно узнать у вас, вы так немножко сказали, что у вас сейчас на катке вы работаете с какими-то девочками, то есть можете рассказать, кого вы сейчас тренируете, как вообще у вас проходят тренировки, ну, как ваши ученики, где выступают, как, ну, вообще вот про вашу, скажем так, тренерскую деятельность? Ну, как, я еще не полностью тренер, я просто помогаю и как бы по времени, по возможности я тренирую, и одной девочке 15 лет, второй 13, и третьей тоже 13. У меня, ну, вот 3 девочки, которые я тренирую, и мне больше как бы на данный момент не хочется, и как бы не надо. Трех достаточно. Я не хочу, я не хочу сейчас полностью тренировать, я хочу просто кто чувствует, что я могу помочь, я помогаю. И может в будущем, конечно же, будет группа, будет школа и так далее, но пока это все где-то. На данный момент я сама еще хочу потренироваться и потренировать. Смотрите, у вас был недавно эфир, ну, как недавно, весной, да, где-то с Татьяной Волосожар, и вас Татьяна в шутку спросила, что, может быть, вы на Олимпиаде выступите в одиночном, и вы сказали, что если вы запрыгаете четверные прыжки, то вы тогда сможете, в шутку. Но потом буквально проходит месяц, и у вас в Инстаграме появляется видео, где вы прыгаете четверной на удочке. То есть все, вы, получается, собрались Олимпиаду выигрывать в одиночном катании? Ну, я думаю, что в одиночном катании Олимпиаду выиграть мне будет сложно, вот, смотреть на реальность. Но я для себя просто, у меня был такой челлендж. Я очень мечтала сделать сама четверной прыжок. Так как когда я уходила в пару, мне было 13 лет. И тогда я пробовала 3,5 аксель. Но я его пробовала на полу, никогда не делала на льду, но уже готовилась. И тогда я перешла в пару, и это все как бы забылось и заделось, но все равно делала очень часто на выбросы 3,5 и четверной, и хотелось, как бы я боялась, когда мы катались в паре, я боялась идти на ультраси. И как бы хотелось, меня все, давай ты подождешь, выиграешь Олимпиаду, тогда можешь делать все, что угодно. Вот, и вот ждала, пока я выиграю Олимпиаду, и все, что мне хочется. Вот, и да, я на удочке, как бы у меня тулуп один из лучших прыжков, можно сказать, и я его очень хорошо чувствую, поэтому я решила попробовать и очень довольна результатом. А без удочки может получиться? Ну, может, конечно. В принципе, у меня есть сила, есть желание. Вот. Правда? То есть мы можем увидеть от вас четверной тулуп, получается, без страховки, да, в теории? Да, да, от меня можно ожидать все, что угодно. Ну все, тогда будем обновлять ваш Инстаграм. Да, подписывайтесь и обновляйте. Да, мы сейчас, кстати, сделаем такую рекламу на сюжете, что вот Инстаграм Алены Савченко. А просто в России, просто знаете, как эту ситуацию восприняли? У нас очень много, кто начал выкладывать прыжки на удочке, и там даже пятерные были. И все начали говорить, типа, вот, на удочке не считается, все дела. И в комментариях писали, что вы как бы троллите тех, кто выкладывает на удочке четверные. Нет? Нет, вы знаете, я никого никогда не троллю, потому что как бы я очень давно мечтала это сделать, и не было некогда, было вот. И момент такой был, что приехал этот молодой человек, который занимается этим, и я говорю, слушай, у меня мечта, несбывшаяся мечта, я хочу
попробовать четверной, я чувствую, что я могу. Но на самом деле это неправильно, что троллят и что говорят, что удочка это фигня, потому что на удочке можно тоже убиться. Если неправильно, удочка как? Она же как страховка. То есть, если ты неправильно отталкиваешься, если ты неправильно делаешь, тебя никто не удержит. Подстраховка, да? И ничего больше. Иногда даже просто психологически. Ты думаешь, ты не можешь, но ты можешь. И вот даже есть многие тоже видео, что сначала делают на удочке, а потом делают типа на удочке, но никто не держит, и тоже получается. Поэтому я считаю, что удочка это как подстраховка, чтобы не убиться или не приземлиться. Просто я всегда, когда каталась в паре, я всегда была против удочки, потому что я не верила, как и вот другие люди не верят и говорят, фигня, все могут. Ну, пусть попробуют. Я когда делала выброс, я честно говорю, я убивалась. Я упаду один раз, и все, 1-2 недели уходит. Удочка дает, меня очень много уговаривали, и первый тренер Александр Пьёник, он меня уговорил сделать 3,5 на удочке, чтобы я почувствовала сама толчок, вращение и приземление. Вот. И после этого мне стало намного легче, потому что я начала верить самой себе. И вот так же и в одиночном, когда ты проходишь, знаешь, где тебе открыться, как приземлиться. То есть это помогает только. Поэтому то все, что говорят, пусть сами попробуют и выставят. Ну, вы говорите там, ну, что там травмоопасно, четверные, то есть долго не пробовали. У вас сейчас, слава богу, ну, в этот раз все хорошо, то есть ничего травм не было никаких, когда пробовали ультраси. Ну, вот когда сейчас вы пробовали. Когда я делала на удочке, да, ну, как бы мне уже как бы достаточно лет, и тоже опыт помогает делать лучше элементы. Откройте тогда секрет. Пробовали ли без удочки? Или все-таки сложно? Нет? Не пробовала, потому что как бы если я себе дала цель, если я запрыгаю все тройные, имеется в виду луц, флип, я уже давно не прыгала, тогда есть смысл пробовать четверной. Домой. Хорошо. Алена, тогда вопрос, который вам задавали уже, наверное, не один раз, но я не буду тем журналистом, который его не задаст, к сожалению. Сами понимаете, до Олимпиады еще год с небольшим, уже год с небольшим остается. Как у вас? Планируете участие или все-таки... Ну, вообще неизвестно, будет Олимпиада или нет. Сначала мы все ждем, когда это все наладится, потому что на данный момент очень многие катки закрыты, и что будет дальше, и соревнования все меньше и меньше, поэтому посмотрим, будем ждать. Ждите. Хорошо, будем ждать. Ну, то есть, если Олимпиада будет в сроке, то есть вероятность, что мы вас там можем увидеть. Даже если она будет не в сроке, может быть, все может быть. Хорошо. Тогда, смотрите, сейчас вы говорите, соревнований все меньше, отменяют, но тем не менее какие-то проходят. Смотрите ли вы фигурное катание, следите? Какие у вас впечатления от 2020 года не в мире, а в фигурном катании? Ну, я смотрела, да, вот была Скейт Америка проходили, один из кубков России я смотрела. Мне было интересно посмотреть на одиночное катание почему-то. Я люблю одиночное катание, мне нравится смотреть на девочек и на мальчиков тоже, конечно же, но и пары, ну, пар очень стало меньше и не таких интересных, но ждем.
А кто вам понравился больше всех? Вот вы смотрели последние соревнования, кто впечатлил? Вы знаете, мне очень нравится пара в России. эм, На Кубке России они были. Павлюченко-Ходыкин, наверное. Да, они мне очень нравятся, и нравятся их постановки программы, они хорошо. Ну, как бы видно, что они что-то пробуют новое. Мгм. Вот. Конечно же, многие другие тоже пары очень интересные, но это мне больше всего понравилось. Смотрите, вот вы сказали, что пар меньше. Не кажется, что вот как-то парное катание в последнее время, ну, не то, что снижается конкуренция, но как-то, ну, меньше пар становится, как бы в таком небольшом кризисе находится. Да, на самом деле парное катание немножко отстало от как бы да, одиночное катание, сейчас ультраси и это, а парное катание, оно как-то сейчас немножко ушло в сторону. Ну, я думаю, что должно скоро возобновиться и быть наверху. Может, потому что травмоопасно, очень, это считается самым тяжелым видом фигурного катания, парное катание, потому что найти партнера подходящего, все-таки разница в росте, в весе, самоотношения партнеров, это не все так легко. И найти пару на уровне и сделать пару тоже не очень легко. Поэтому, может, сейчас такой вот кризис и бывает. Всегда бывает, не может быть все на высоте. Сейчас все вниз покатилось и будет скоро на высоту идти. Тогда еще один вопрос, последний про парное катание. Смотрите, может быть, вы сказали про этот сезон, а в прошлом сезоне смотрели, может быть, финал Гран-при, чемпионат Европы. На чемпионате Европы все первые 3 места заняли пары из России. Это, может быть, значит, что как бы Россия сейчас доминирует, можно сказать, в парном катании? Или вам так не кажется? Да, ну, конечно же, конечно, сейчас это же и так видно, ну, всегда было, русское катание всегда было на высоте, вот, но я думаю, что в других странах просто тяжело с условиями, не знаю, почему так происходит, но я рада, что в России опять лидирует. Мгм. А тогда вот вопрос не касательно пары. Кто вот из, может быть, одиночниц вам запомнился по последним турнирам, и кто вот впечатление произвел? Вы сказали в парах Павлюченко-Ходыкин, да, а среди девочек, мальчиков? Ну, мне очень понравился Коляда вот в этом сезоне. Я просто балдею, сказать. Мне нравился в прошлом сезоне Алиев. В одиночном девочек мы в прошлом сезоне болели за Алену Косторную. Но я думаю, что мы за нее всегда будем болеть. Мне нравится ее катание, мне нравятся ее прыжки. То есть она очень взросло катается и очень красиво. В фигурном катании сейчас ходят такие разговоры, чтобы поднять возраст фигуристок, ну и фигуристов тоже, да, как бы, что сейчас 15 лет думают, что очень мало, и даже ИСУ будет рассматривать. Вам как кажется, правильный ли это шаг, что поднимать возраст фигуристов? Мне сложно сказать, Угу. потому что как бы мне нравится, я люблю ультраси, я люблю, Угу. когда делать невероятные вещи. Конечно же, может это со стороны, там, не знаю, ИСУ, что вот это вредно, что дети маленькие, получается, до 15 лет, они все прыгают, а после 15 они уходят со спорта. С одной стороны, да, можно сказать так, потому что я выросла, когда как раз
Тара Липинский выиграла и поменяли. Вот это мое было, как бы мой возраст, да. И тогда, конечно же, я говорю, да, я бы хотела Тара Липинский еще больше видеть в спорте. Точно так же, как люди видели меня. И также мне хочется видеть Сашу Трусову, Алену Косторну и так далее. Там Евгению Медведеву, да, которые не как девочки, а как уже взрослые девушки катаются. Это интересно. То есть я не знаю, то есть мне не решать. Я люблю смотреть и на девочек, я люблю смотреть и на выше. Конечно, кататься в 15 лет и выигрывать тоже нужно уметь. Но кататься после 20 тоже нужно уметь, потому что у меня, например, моя карьера началась уже после 20, после 23. Поэтому здесь такое спорное. Алена, может, тогда дадите совет фигуристкам, как кататься после 20, потому что сейчас преимущество все-таки у тех, кому 15-16. Вот можете какое-то напутствие скажете или просто совет, как вот 20 лет, ну, после 20-23 оставаться конкурентоспособным? Ну, я могу только дать совет, что если у спортсмена, у ребенка есть цель и мечта, идти до конца и бороться, пока ты ее не достиг. Это как бы было мое такое, я мечтала быть олимпийской чемпионкой, то есть это пришло тоже со временем. Я мечтала быть самой лучшей, и как бы это процесс. И этот процесс не может быть сегодня на завтра. Да, может случиться, но это не то. Поэтому я считаю, что все спортсмены должны просто набраться терпения, которые за 20, и идти к своей цели, работать больше и больше. Мне интересно узнать, вот фигурное катание, вот не знаю, вот вы включаете, может быть, трансляцию или там читаете сайты, на каком языке вы узнаете новое о фигурном катании в основном? Но в основном на русском. Конечно же, на русском, но я читаю и на английском, я читаю и на немецком, но в Германии, к сожалению, фигурное катание не так развито и не так прогрессирует, и его не так разносят, к сожалению. Вот, поэтому вся информация про фигурное катание с России. И комментарии на русском, да, все тоже читаете? Ну, иногда читаю, да, но очень редко. Угу. Я Вы так... хорошие комментарии, плохие комментарии я не читаю. Ну да, а где больше нехороших комментариев, в России или за рубежом? Ой, я не знаю, люди разные, везде есть, кто тебя любит, кто тебя нет. На это я не рассчитываю, поэтому у меня есть свое мнение, и если я буду обращать внимание на каждый комментарий, то у меня в голове не будет места. А вы еще так, когда вначале отвечали на вопрос про книгу, сказали, что у вас была идея фильм снять. Есть ли какие-то в этом направлении уже движения, или хотя бы, ну, как бы, кто бы, может быть, вас сыграл? Нет, или вы сами? Нет, есть только мои, как бы, мое желание. Если у вас кто-то есть, пожалуйста. Хорошо. Мы объявляем, можно сказать, такой, да, мини-конкурс, да, можете предложить свою идею. Да, и снять. А кто играет, это уже посмотрим. Я могу и сама, можно кого-то и найти, но было бы очень интересно. Вот вы давали интервью примерно 1,5 года назад, говорили, что не были на Украине, в Украине, наверное, правильно, примерно 5 лет назад. За это время успели посетить родину? Нет, к сожалению, я не смогла поехать, и на сегодняшний день границы закрыты, то есть я могу ехать, но получается карантин, и
ну, опасно. Поэтому приезжали родители ко мне и мои братья, но не все братья, но приезжал один из них. К сожалению, не получается родителям сейчас приехать, потому что все закрыто, и ждем, пока эта непонятная история закончится, и мы сможем друг друга увидеть, потому что очень как бы скучно. Да, Ну, то есть, когда откроют, вы, может быть, приедете на родину. Привет! 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 Скажи привет! Да. Не хочешь? Скажи привет! Она много уже говорит, да? Нет, говорит мама, папа, мама. А на каком языке она Я первые слова сказала? И на русском. Она понимает русский, немецкий и английский. Да. Растет будущий полиглот. Да. Да, все, я не буду твою маму слишком мучить. Тогда, Ален, ну, может быть, что-то в конце, ну, в принципе, мы поговорили, да, обо всех важных темах. Может быть, в конце у вас есть что сказать болельщикам фигурного катания вообще в целом? Да, конечно. Спасибо, что болели, спасибо, что болеете, и продолжайте за нас болеть. И мы очень-очень скучаем. Я очень люблю соревнования, и мне не хватает, честно, вот публики и... Мама. Так что ждем, пока все откроется, и мы сможем обратно радовать вас. И до следующих встреч. И следите за нами, и читайте книгу. Да, обязательно. Я прочитал, кстати, книгу частично, мне очень понравилось, поэтому всем советую.